Всем привет! Привет, привет, мои дорогие! Всем привет и здравствуйте! И здесь, в этом видео, вы сможете научиться, как делать планетарную магию для того, чтобы привлечь счастье и удачу в жизнь. И я, конечно, волшебница, потому что я занимаюсь ритуальной магией, церковной магией, светлой магией, как вы знаете. И у меня есть огромный опыт это делать. Здесь я делюсь с вами, как делать магию вам, заниматься волшебством жизни, потому что вы волшебник своей жизни, и никто не может быть большим волшебником в вашей жизни, чем вы сами. Но, конечно, нужна профессиональная помощь людей, которые посвятили этому всю свою жизнь. Поэтому я вас приглашаю поучаствовать. Это безоплатно. Я верю в то, что в это трудное время вам нужны деньги для того, чтобы себя, родных и любимых ваших баловать и вообще на хлеб насущный. Поэтому все мои видео, они абсолютно безоплатные. Все мои марафоны желаний, они безоплатные. Я ни за что не беру никогда денег. Кроме моих уроков, потому что уроки – это отдельная тема совсем, это обучение. И, кстати, уроки можно купить только у меня, никаких посредников никогда у меня не было. Если кто-то говорит, что посредники или же я делаю за деньги какие-то расклады, это все неправда, это все мошенники. Я никогда не предложу вам никакой soliciting и никогда не сделаю предложение раскладов за деньги. Никогда. Вот. И если вы нашли в ТикТок кто выдает себя за меня, это мошенники, не ведитесь, я миллион раз говорю во всех видео. Итак, ну что ж, здесь очень важная тема, и мы с вами будем делать карту желаний. Карту желаний. Все вы знаете, дорогие мои, что за большие или маленькие деньги продают вам карту желаний. И если человек где-то стал немножко знаменит, он думает, что вот именно потому, что есть такое понятие, вот знаменитость, она знает что-то, да, эта знаменитость хочет вам что-то навязать, потому что думает, что если это знаменитость, то вы будете делать то, чего не нужно делать. То есть давать деньги за то, что вы можете сделать сами. И что вы не просто можете сделать сами. Я как работник света скажу, что если вы не присутствуете на этом заговоре, это вообще вас не касается. И если вы не знаете, что делает другой человек, это тоже вас совершенно не касается, да. И вы можете это сделать сами, и только тогда высшие силы с вами. Поэтому я всегда говорю, мой авторский метод – это скажите свое имя своим голосом. Это будет самая лучшая мантра. Присутствуйте на магии себе, для себя любимых. Ну вот, это все предисловие, а сейчас будет сама работа. Итак, карта желаний. Как вам сделают знаменитости карту желаний? Ну, коллаж, да? Это все знают. Кстати, работа, то, что я сейчас скажу, это авторская работа, и я ее автор. Вот я автор этой планетарной магии, да. Нельзя повторить. Если кто-то повторяет, это мошенники. Это нельзя делать. Автор этой работы я. Так что вот дарю своим слушателям. Насчет коллажа. Ну, коллаж это избитое все, да, это каждый знает. Зачем же вам это покупать? Я против этих коллажей сейчас. Почему? Ну, во-первых, они некрасиво смотрятся в квартире. Во-вторых, это привязаться к чему-то, что уже в мире есть. Это меньше вибрации, чем попросить планеты, планетарной магии, о их помощи. Ну, как, знаете, вот если мы просим планеты, делаем планетарную магию по моему методу, это как в миллиарды раз сильнее, чем сделать коллаж, там, сделать автомобиль или дом какой-то Бузовой или Пугачевой, или кто там еще у вас знаменитый, Собчак вот этой жуткой, да, или еще кого-то, не знаю, кто еще знаменитый, может, в других странах кто-то знаменитый, сделать коллаж на вот их там вот эта красота вся, или модерная какая-то одежда дорогая, там часы швейцарские, вот, все это сделать, хочу это, и делать такой коллаж. На мой взгляд, это не работает, или, ну, работает, но очень слабо,
очень-очень слабо. Потому что вы должны свой мир создать, да, если вы хотите чего-то, это не фантазии, это на самом деле правда, но не привязывайтесь к этой Бузовой или Пугачевой, нет, ни в коем случае, или кто там еще, Киркоров, не привязывайтесь к ним. А сделайте свой мир без коллажа вот этих знаменитостей, потому что вы на самом деле, если вам скажет настоящий маг, вы добавляете этим знаменитостям в их копилочку. То есть та же Пугачева из-за вашего коллажа на вашем холодильнике будет иметь больше богатства, поэтому они богатеют, да, за наш счет. А тот же Киркоров будет иметь еще больше и будет еще больше кичиться этим. То есть любая знаменитость сразу показывает, что у нее есть, и это плохой тон. Но этот плохой тон магический, они делают это специально, чтобы вы добавляли в их копилочку, да. Итак, ну вот, сказав предисловие, сейчас начинаю идти к самой правде. Такую магию планетарную можно делать на каждый месяц. Сейчас вам расскажу, как это делать именно к Новому году. И в других видео, потому что это марафон, мы с вами рассмотрим на каждый месяц такой коллаж. Вернее, не коллаж, да, коллаж с планетами, а не с вот этими людьми, которым вы добавляете. И еще, если, ну, я не хочу сказать инфо вот эти, да, потому что я не верю, что можно хоть какую-то нацию обидеть, но тем не менее, инфо вот эти, кто выжимает из вас деньги, вот этот человек, к которому вы пришли на марафон желаний или на счастливое планирование будущего года, он за ваш счет становится богаче. Не делайте этого. Но это так я вижу. А как вы считаете, делайте, как вам удобно. Смотрите, у меня здесь есть 7 свечей. 7 свечей, да. Я взяла чайные свечи, вот они. Их 7 у меня. Вот 4 и 3, 7. Я взяла чайные свечи, потому что вот такие чайные свечи можно сделать, их интегрировать в ваш центральный декоративный элемент вашего праздничного новогоднего стола. Но если вы покупаете восковые, любые другие подойдут, любого цвета, они не должны быть очень высокие, потому что в центре праздничного стола очень высокие свечи не выглядят хорошо. Это тоже должно быть приятно вашему взгляду и взгляду ваших гостей. Если вы не делаете центральный такой орнамент и не интегрируете туда планетарную магию, а делаете алтарь, тоже можно. Где-то в доме, в своем красивое место находите, можно и высокие свечи. На алтаре высокие свечи красиво смотрятся, выглядят, вернее. Почему я предлагаю именно на обеденном столе? Потому что вы будете потом целый месяц обедать за этим столом, и планетарная магия будет еще укрепляться больше, да? Я взяла чайное, чтобы вам было виднее. Можно взять любую свечу, маленькую или высокую. Тогда вот эти символы, которые здесь, вы сможете нарисовать на самой свече, да. Вот я так на чайных предлагаю. Чайные самые дешевые свечи. И, например, у вас цветы или какой-то орнамент центральный, если вы любите. Я вообще не люблю ничего орнаментального, да, у меня все по делу, очень функционально. Поэтому я не использую орнамент в центре стола. Но если вы используете, вот это интегрируйте. Если не используете, просто в центр стола эти свечи можно поставить, да. Я иногда использую не орнамент, а именно для ароматерапии. Например, зимой я могу ветвь положить чего-то вечно зеленого, летом еще что-то такое. В общем, это уже ваше предпочтение, ваша вот такая творческая фантазия. Дальше. Свечи могут идти для Нового года, именно для Нового года, по кругу или в линию, неважно. Или по кругу, или в линию, да. Если вы делаете свечи по кругу, то неважно, где какая свеча. Если в линии, то по предпочтению. Например, вы чувствуете, что вам в будущем году нужна помощь Венеры. Вы делаете Венеру первую, и все планеты вас любят. Они тут же с вами взаимодействуют. Они посылают вам вашу силу, потому что вы их заметили. Квантовая механика. То, что мы замечаем, то сильнее нам помогает, да? Так что будьте уверены. Смотрите, вначале мы берем фломастер любого совершенно цвета. У меня красный фломастер здесь для примера. Свечи тоже могут быть любого цвета. Или разного, или одинакового. Итак, ну что ж, допустим, вы начинаете с Венеры.
Венера– персональная планета, допустим. Если вы меня спросите, что я делаю на Новый год, я начинаю всегда с Сатурна. Сатурн– это бог-отец. Вообще 7 планет– это по-разному говорят о Творце, да. Сатурн больше понимается как бог-отец. Но у Бога, как у нас, у Творца, есть разные грани характера, да. Поэтому Сатурн– это вот такой бог-отец, который очень высокодуховный, да, интегрирует нас в пространство. И еще по другой причине, потому что Новый год начинается сразу за солнцестоянием, и солнцестояние 21 декабря, да, очень важно, потому что 21 декабря Солнце входит в знак зодиака Козерог, и Козерогом управляет Сатурн. Я лично делаю это по зодиакальному кругу, потому что я астролог, и я знаю цену астрологии. Астрология невероятно интересная, богатая, и это не вера, она проверена веками, поэтому это работает. Итак, по вот такой составляющей планет, конечно, Сатурн первая планета. Для меня лично, вы можете любую в центр ставить. Итак, что я делаю с Сатурном? Вот я вам здесь нарисовала Сатурн. Посмотрите, Сатурн – это когда у нас идет крест, потом с правой стороны у вашего креста вы делаете полумесяц внизу. Я вот так показываю, может, наоборот у вас выглядит. То есть крест, и с правой стороны кончик креста, горизонтальная линия, полумесяц внизу. Вот это Сатурн. Я рисую и ставлю это на стол. Да? Следующая планета, следующий знак интегрируется. Неважно, какого вы знака, не об этом речь идет. Понимаете? А просто как планеты идут в параде планет. Правильно. Следующая планета – это Юпитер, потому что Юпитер управляет рыбами, следующий знак, да? И здесь не идет речь о рыбах, если кто не понял, а просто мы идем по порядку планеты. Это Юпитер. Интересно, что Юпитер – это перевернутый Сатурн. Поэтому, когда мы делаем Юпитер, у нас крест. Сейчас вам покажу мою свечу Юпитера. Это у нас крест. Мы берем горизонтальную линию с левой стороны, делаем полумесяц наверх. Сатурн – горизонтальная линия с правой стороны, полумесяц вниз. Юпитер – горизонтальная линия с левой стороны, полумесяц наверх. Почему это важно? Потому что они друг друга дополняют. Это как Бог-Отец и Бог-Сын. Да? Бог-Отец – это Сатурн, планета интеграции, времени, закона, что посеял, что пожнешь. Это Ветхий Завет. Вот эта сила, натуральные законы природы, это у нас Сатурн. Юпитер – это не натуральные законы природы, это за хорошие поступки. Это больше как христианский бог. Вот я покаялась, и мне вот за добрые дела, да? Это Юпитер, как Дед Мороз или же Христос. Вот Юпитер – это тоже ипостасия Творца, это тоже хорошо, это тоже есть. То есть Сатурн делает узкий путь, говорит, вот смотри, делай все правильно, потому что всходы только потому, что посеял. И это главный закон Творца. Юпитер расширяет возможности. Юпитер говорит, смотри, а ты верь, по вере твоя будет дано. И ты кайся в грехах своих. Это тоже есть любовь, Бог любовь. Всех любит, да? И это расширение возможностей. Без сужения и расширения невозможно все. Чем неправильное, на мой взгляд, неправильное ограничение в религии, что там только, вот, например, расширение или только сужение, и не учитывается оба. Что неправильно, например, когда вообще нет веры, что ничего не интегрируется, и как бы, и человек – это что-то оторванное от природы. Поняли? Значит, мы используем и Сатурн, и Юпитер. Они оба разные, но это разное проявление Творца. Следующее, что мы делаем. По зодиакальному кругу следующее – это Марс, управляет Овном, да, потому что следующий месяц идет. И у Овна там немножко другое. Марс – это персональная планета. И меня научил Джон Балантер, мой учитель, что есть 3 персональные планеты – Марс, Венера, Меркурий. И как по волшебству, это уже моя авторская разработка, они идут наверное, каждый это может увидеть, они идут
один за другим. Вначале Марс, потом Венера управляет Тельцом, а потом Меркурий управляет Близнецами. То есть они 3 подряд идут. Как это делать, вы знаете. Так, что у меня здесь есть? Венера, Марс. Начинаем мы с Марса. Итак, что такое Марс? Это круг. Рисуйте круг на свече и крест сверху. Не стрелочка, а крест. Мы делаем планетарную магию. По-древнему как было. Это у нас Марс. Персональная креативная энергия вам будет выдаваться. Вот Марс. Да? Венера будет наоборот, как Сатурн и Юпитер наоборот. Венера наоборот. Это круг и крест внизу. Но у меня, конечно, 2 планеты, 2 свечи. Вот Венера и Марс. Рисуете эти 2 персональные планеты. Каждая планета удачливая, да? Сатурн, когда мы понимаем, что посеял, то пожнешь. Юпитер, когда мы понимаем, что нужно верить в лучшее. А Марс, когда мы прикладываем силы, чтобы чего-то достичь. Венера, когда пассивно все получается. Видите, как все идет? Это как игра светотени, энергии. Потом идет Меркурий. Меркурий токсичный, может быть, если слишком мы человеку что-то доказываем, но это правильное дипломатичное общение, персональная планета Меркурий. И Меркурий, первый Меркурий, да, он после Марса и Венеры, он интегрирует полумесяц. Только не снизу, не сверху, а вот в таком положении, как корона, как на карте Верховная Жрица, второй старший аркан. Вот у нас с вами полумесяц Меркурий, круг и крест внизу. Это Меркурий. Умение общаться номер 1. И теперь без перегибов, но умение общаться номер 1. Не обижать, не задевать другого, а позволить ему быть собой и не нарушать законы природы, когда выходим в общее пространство. Now, критическое мышление никто не отменял. Меркурий тоже планета критического мышления, но мы видим людей, мы видим события, никто нам не запрещает иметь свое мнение. Но это плохой тон, говорит, что мы знаем лучше, как жить другим. Поняли, да? И это все под покровительством Меркурия. Ну почему? Потому что плохой тон не даст нам ничего. Мы будем отрезаны от мира. Меркурий тоже может быть токсичный, отрезать нас от мира, если мы неправильно, некрасиво себя ведем по отношению к другим. Нет вот такой дипломатии, да? Итак, идем дальше по зодиакальному кругу. У нас остаются еще 2 планеты. Это Рак, Июль и Август, Солнце. Вернее, Лев, Солнце. И Рак, Июль – это Луна. Луна следующая. И вы знаете, Луна – это очень просто. Это полумесяц. Сейчас покажу мой. Полумесяц. Просто рисуйте полумесяц, Луна. Таланты из прошлых жизней, предки, вы знаете, что такое Луна, очень важная, ваша мать, и какая вы будете мать, и так далее. Что есть это личный путь ваш по роду. Что такое личный путь? Ну, вы продолжение вашего рода, личный путь по роду. И Солнце, и это единственная планета, которая имеет точку внутри. Вот туда нужно. Солнце – это ваш, что будет дальше. Луна – это что было, и что можно интегрировать из вашего рода или из вашей жизни дальше. А Солнце, вот что будет дальше? Продолжение пути. Солнце. Можно в круг, можно в линию, как хотите. Можно алтарь, можно на вашем праздничном столе, как пожелаете. Можно в приватном месте, где это только для вас, неважно, планета в любом случае вас поддержит. Что вы делаете таким образом? Вы таким образом проводите живую нить между внутренним архетипичным «я», в котором все планеты эти есть, и зафиксирована ваша судьба во время вашего рождения. Высшие силы вам дали эту фотографию, когда вы родились. Вот так планеты в таком доме. Все, это твой путеводный элемент.
То есть внутренний мир имеет все эти планеты, и сейчас мы проводим такую живую линию с каждым настоящим светилом в космосе. Поэтому называется космическая планетарная магия. И просим планеты нам помочь усилить наши желания, наши стремления. И это и есть карта. Есть карта желаний, есть карта астрологическая, есть карта желаний коллаж, которую я не делаю уже давно. И это мой авторский метод планетарной магии. Именно мой авторский метод. Ни в каких учебниках вы о нем не прочтете. Если кто-то сворует, но это его личные дела со Всевышним, так что я за это не отвечаю. Ну вот, пожалуй, так, мои дорогие. Я немножко повышаю голос, потому что у меня нет микрофона, видите, я не взяла микрофон. Вот, желаю вам всем счастья. Приглашаю вас на мои видео, приглашаю вас подписаться. Подписка выгодна и полезна вам. Первое, почему вам хорошо быть участником моей работы. У меня есть много каналов, где везде это мои каналы. Первое. Вы с пользой проводите время, то есть смотрите в свое будущее, планируете свою жизнь. Number one. Ничего не стоит. 0 рублей, 0 копеек. Первое. Второе. Что самое главное, но никто не обращает на это внимания. Когда вы отдыхаете, это скрашивает ваш досуг, это общение во время досуга, это стоит самого золотого сейчас, потому что вы сами участвуете в этом досуге. Это прекрасное время провести досуг в компании человека, который вас заинтересован, то есть в моем скромном лице, чтобы вам помочь. Ну что ж, вот так, пожалуй. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья и счастливого Нового года. Почему это марафон? Это марафон желаний, и он безоплатный. Я буду каждый месяц вам делать такую карту желаний, планетарную магию на каждый месяц и объяснять, как делать на каждый месяц такую планетарную магию. Делается немножко по-другому. Люблю вас, обожаю, медвежьи обнимашки и счастливого Нового года, друзья! Ой, захрипла я. Вы уж извините. Я не привыкла свой голос проектировать потому что я знаю, что на компьютере, когда делаешь эфир, немножко звук такой не очень громкий. Итак, если вы пришли на эфир, поздравляю, вы первый, кто это услышал, но это будет для всех, неважно, на эфире вы были или нет. Если у вас есть какие-то работы, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, как к личности, пожалуйста, задавайте. Я отвечу с удовольствием. Вау, сколько злые бывают люди, пишут вещи. Пишут злые вещи люди, да? Угу. Нельзя так делать. Точно нельзя. Итак, пишут все добрые, 90% хорошие, даже 99, я бы сказала. От души благодарю за вашу благодарность. Нет, при чем здесь молоко с медом? Благодарю, что вы посоветовали. У меня все нормально, я просто громко слишком старалась говорить. Значит, смотрите, друзья мои. Есть такие вопросы. Что делать с этим, что случилось сейчас с нами? Как это все понимать? Как это все понимать? Понимаете, есть в мире темные силы, да? Я от этих темных сил давно уже, я их увидела, и я все сделала, чтобы они меня не трогали. Это Facebook, так называемый, да? Я уже очень давно отписалась от него. Не только я, все люди, которых я знаю. Но все дело в том, что они все равно настаивают. Если вы хоть раз зайдете на Facebook, вы опять подписаны. Вас подпишут без вашего ведома.
да. Facebook, на мой взгляд, это большое зло. И Цукерберг, как вы знаете, он сейчас новую штуку делает. Он едет на самых низменных эмоциях, на самой низменной энергии. Это и есть то, что сейчас происходит. Это все завуалировано. Зло не там, где вы думаете, оно есть. Понимаете? То есть, что происходит? Теперь метавселенная, да, теперь навязывается людям, потому что есть люди, которые уже привязаны к этому всему, да, этим играм всевозможным, да, не настоящей жизни, а играм. Я вам предлагаю настоящее, а это просто безумие, что происходит. Так вот, метавселенные вас хотят, вас заставить хотят жить вот в его играх, да, уже по новым технологиям. Значит, смотрите, технологии, они могут вам помочь. Они вам помогут помочь, сделать вас интереснее, образованнее, богаче, с людьми по всему миру взаимодействуют, как мы с вами, живое общение. А есть то, что хотят вас обмануть и вас поработить. Вот это на мой взгляд, Цукерберг и все вот такое. Не только на мой взгляд. Смотрите, будьте аккуратны, да? Потому что это очень страшная вещь, и технологии есть добрые силы, которые делают так, что технологии позволят людям быть здоровее, жить дольше, общаться со всем миром и так далее. Но есть злые, которые хотят вот эту вещь навязать, да, вот эти игры. Страшная вещь. Так что будьте очень бдительны с этим. Ну, первое, что можно сделать, просто не инвестируйте свои деньги в метавселенную, вот и все. Это то, что мы можем сделать. Если вы инвестор, не инвестируйте туда, что для Земли ущербно, что для землян ущербно. Вот и все, если вы инвестор. Итак, если у вас вопросы ко мне по поводу того, что, например, происходит в мире, можете спросить, как я к тому или другому отношусь, или вообще какие-то вопросы частного характера. Я смотрю, здесь люди с друг другом в основном переговариваются в чате. Так что давайте, дорогие мои, будем разговаривать на какие-то темы, или же я буду заканчивать. Ну, я предупредила, а вы уже считайте, делайте так, как вы считаете правильным. Какие травы можно использовать на столе? Любые, которые с вами резонируют. Если вы любите травы. Травы, когда вы... Чем трава отличается, например, от цветов? Когда трава... Ну, цветы тоже некоторые хорошо высыхают. Когда трава высыхает, она тоже аромат интересный дает и так далее. И энергия остается почти вся. Вот. Религия. Ну, религия – это для некоторых традиция, для некоторых… Религии нужно быть очень всегда осторожным, потому что там же тоже кому-то это выгодно, да? Чистки можно делать тогда, когда они вам нужны. Лучше всего делать тогда, когда они вам нужны. Ну, мы лично общаемся. Что вы имеете в виду лично? Это очень лично. Вы можете написать, я отвечу. Это очень лично. Что нас ожидает в скором будущем, дорогие мои? В этом году, как никогда, я сделала массу раскладов на Новый год. И эти все расклады очень правдивые. Так что смотрите, и там очень много в них правды. Предлагаю вам смотреть расклады мои на Новый год. Масса. Ни за что не нужно платить. Смотрите, пользуйтесь. Я хочу просто посмотреть. В чате у нас 434 человека. Herzlich willkommen. Welcome
Прекрасно, что вы зашли. Смотрите, все время, которое вы потратите на метавселенную, лучше изучите немножко английский язык, тогда вы сможете на самом деле узнавать людей из разных стран по интернету. Понимаете? У меня есть даже английский канал, где я вам в этом могу помочь. Переходы на все мои каналы есть в описании каждого видео. Их очень легко. Вот, например, вот этот наш с вами эфир. Вот наш эфир. Здесь название этого видео. И есть такая маленькая стрелочка. Ее нажимаете. И открываются переходы на все мои другие каналы в описании каждого видео, где вы можете действительно посмотреть, что я еще могу для вас сделать безоплатно совершенно. Любимая колода. Если у меня любимая колода. А вообще, если так рассудить, я на каждом видео это говорю, что Rider-Waite– это та колода, на которая является вдохновением всех тысяч и тысяч модерных колод. Поэтому любая модерная колода– это как художник увидел Rider-Waite. В ней всегда меньше информации, чем Rider-Waite, потому что это все-таки художественное видение, а не эзотерические детали. Самые сильные эзотерические детали только на Rider-Waite. И те колоды, которые ближе всего к Rider-Waite, они самые лучшие. Которые дальше всего от Rider-Waite, они самые неинформативные, но могут быть очень красивые с точки зрения художественного искусства. Так. Угу. Когда закончится это тяжелое время? Это тяжелое время, оно будет легче, но оно никогда не уйдет полностью, да? Потому что это то, что случилось, видоизменило все вокруг, и никогда не уйдет полностью. Оно будет менее опасным со временем, но никогда полностью не уйдет. Планета другая. Теперь опасность между темными и светлыми силами, теперь вот эта грань, она более очевидная. Все другое, все новое. Так как было, вряд ли будет опять. Как предсказатель вам скажу, скорее всего, никогда не будет так, как было. Но это правильно, потому что все идет дальше. Будет лучше, да, будет лучше, чем было. Человек будет менее агрессивен, это факт. Да, вы поняли. Есть ли еще какие-то вопросы у меня? Вернее, у вас ко мне. Хотели бы ли вы, чтобы я делала эфиры? Угу. Хотели бы вы, чтобы я делала эфиры? Ну, я родом из Советского Союза, мой mother tongue русский, как вы слышите, да? Может быть, вы его критикуете многие, если я сделаю какую-то ошибку, не потому что я не знаю, ну так просто быстро говорю, у меня же все интуитивно, все на импровизации, я никогда текст не читаю, да? Какую чистку делать на Новый год? Ну, конечно, Новый год, он должен очистить вас от предыдущих каких-то переживаний. Смотрите, самое главное, я как гомеопат-эзотерик вам скажу, что то, что вас напрягало в прошлом году, вы должны это исследовать, потому что самое страшное– это напряжение для ума. А напряжение для тела– это всегда самое полезное. Ну, в меру, конечно.
Вот такие дела, мои дорогие. Главное не бояться будущего и не жалеть о прошлом. Прошлое – это прекрасно. Ам, На мой взгляд, кто послал денежку, огромное спасибо. Кстати, донат – это хорошо не только для меня, это позволяет нам встретиться, потому что эта платформа, те все люди, небогатые, такие как мы с вами, которые технологи, работают на YouTube, они получают зарплату. Я благодарю за ваш альтруизм и за ваше доброе сердце. Не за себя, а вообще за эту платформу, потому что если бы не эта платформа, мы друг друга бы не нашли с вами. О чем я начала говорить? Да, нам нельзя думать о том, что прошлое нам не нужно. Нам прошлое нужно, но о нем не нужно сожалеть, его нужно интегрировать в свою жизнь. Нельзя думать только о будущем, и нельзя думать только о прошлом. Это все интегрируется вместе. Мгм. Не нужно отправлять донат, ни в коем случае. Нет, не нужно. Я просто поблагодарила человека, но это же хороший тон, чего вы обижаетесь? Не поняла? Напишите еще раз. А, Да, я гранд-табло сейчас сделаю, скоро будет гранд-табло. Все будет хорошо. Если у вас вопросы ко мне как к личности, может быть, чего вы бы хотели видеть больше на этом канале, чтобы вам больше помогло, чтобы вам больше, как я могу лучше вам служить. Вот смотрите, что касается судов, ну, иногда их не избежать, но Бог пусть милует. Лучше не судиться ни с кем, да? Никто не выигрывает из-за суда. Никогда не бывает выигравших. А. Посмотрите, я уже говорила сегодня об этом, что у нас есть критическое мышление. Когда мы в общем пространстве, конечно, мы не можем отменить свое критическое мышление, тогда мы будем как зомби ходить. Мы когда в общем пространстве, мы всегда имеем мнение о том и другом человеке, о той и другой ситуации. Обо всем имеем мнение, это все правильно. А если мнение в вашем внутреннем пространстве какое-то о чем-то ваше, это замечательно, говорит о том, что у вас есть критическое мышление. Но критическое мышление нам даны Творцом, чтобы нам критически решать, что нам лучше кушать, как нам лучше двигаться, а, какую еду выбирать, каким мыслям доверять или нет. Мы такое критическое мышление редко используем. Но очень часто люди используют критическое мышление, чтобы оценить внешний мир. Ну, тоже в этом ничего плохого нет. Мы не можем запретить нашим мозгам думать. Это было бы очень ущербно и плохо. Но свое мнение всегда нужно держать при себе, если вас не спросили о вашем мнении. Это я вам говорю как эзотерик. Ну а если даже вас спросили о вашем личном мнении, в любом случае нельзя никогда... это очень arrogant, это... Ну, вас спросили, пусть даже спросили. Наверное, даже некрасиво спрашивать о личном мнении. Вот сейчас все по-другому, да. Сейчас время Водолея и время улучшения общения. Ну да, через перегибы идет, всегда все новое идет через перегибы. Но если вас даже спросил кто-то о вашем личном мнении, а зачем они спросили это? Почему вас их интересует ваше личное мнение? Я в любом случае не считаю, что личное мнение нужно афишировать на весь мир, потому что ваше личное мнение точно будет расходиться с мнением других, а это путь к конфронтации. Его нужно иметь. Без личного мнения невозможно, но его выражать, на мой взгляд, не нужно. А, Если человек не может построить отношения с мужчиной, ну, это может быть несколько вариантов. Один вариант, что это просто не ваш человек, и не жалейте об этом. А другой вариант может быть,
или вы не его человек. Тоже вариант, да. И третий вариант – это что вы не умеете с собой общаться. Только 3 варианта есть. Вы не его человек, он не ваш человек, или же вы не умеете общаться с собой. Если мы не умеем общаться с собой, мы не можем научиться общаться с миром. Мы можем, но это будет фейковое общение. Такое общение только испортит здоровье. Смотрите, насчет уроков Ленорман. Ну, я мастер Ленорман, и мои уроки авторские, так что их можно приобрести. Это единственное, что у меня можно приобрести. Да? Какие еще есть вопросы? Если вопросы не то, что я говорила, мое личное мнение, я имею свое, да. Если я чувствую, что это, если я чувствую, это идет законами эзотерики, я обязательно скажу в общем пространстве. А вот мое личное мнение, это мое личное мнение, да. И было бы с моей стороны arrogant, если бы я вас учила, как жить по моим правилам. Я этого не делаю, никому не советую этого делать. Связь с душой. Смотрите, если человек негативный и хочет вам сказать, что вы были неправы, и вы говорите: окей, я была неправа. Ну, вы таким образом понимаете, что если человек негативный, он не здоров психически. Поэтому вы с ним как с больным: окей, я была неправа, ну, окей. Это правильно, кстати, потому что, ну, что с таким человеком разговаривать, если он настаивает на чем-то своем в общем пространстве? Поймите, есть такая вещь, можно Google, называется Spatial Dynamics, динамика пространства, да? И эта вещь, это открытие не мое, это открытие Рудольф Штайнер, 19 век, начало 20-го. Есть динамика пространства, есть динамика внутреннего пространства. Она у каждого человека личная, и в ней там идет динамика между вашими планетами, вашими архетипами, вашей энергетикой, вашим родом, внутреннее. Есть внешнее пространство. Динамика пространства внутреннее и внешнее, она разная. Во внешнем пространстве есть много людей. Это как разные планеты или разные органы в организме. И между людьми пространство – это как dark matter, это как пространство космоса. Это нейтральное пространство. Когда мы общаемся с другими, мы выходим на общее пространство, на общую территорию, и там нужно тонко действовать, чтобы не задеть, не обидеть, чтобы не быть аррогантным, чтобы не диктовать другим свои правила. Это общее пространство, оно должно быть взаимоуважительное. А вот внутреннее пространство, вы там властелиница кольца, властелиница своей жизни. Вот существует spatial dynamics, динамик пространства. Вот вы имеете вашу ауру, да, это как чистокол. Чистокол, знаете, что такое чистокол? Это как изгородь с калиткой. И вы открываете эту калитку, а когда вы ходите наружу. Когда вы ходите наружу, вы надеваете, облачаетесь в другую одежду. Это духовная одежда терпимости, толерантности, но в правильном понимании этого ключа. Поймите, сейчас перегибы, но идет все в правильном направлении. Да, с перегибами, но что делать, так всегда. С перегибами все новое идет. Вы надеваете на себя эту одежду, inclusiveness, надевайте себе одежду, что вы уважаете других людей. Это очень красиво. И для вашего мозга хорошо, вас никто не обидит. Да? Но когда вам хотят внедриться в ваше пространство, с вами не разговаривают на общей территории, а внедряются в ваше пространство, то есть хотят вас задеть, унизить. Это те люди, которые хотят зайти вот в эту изгородь, найти пространство, где вы их пустите. Этого нельзя делать, никого нельзя пускать. Нужно закрыть эту изгородь. И разрешать людям, если вы им доверяете. Да? Например, мне доверяете, можно разговаривать и то со мной, как с любым человеком, только в общем пространстве. Вы входите в пространство другого только в спальне. Вы знаете, о чем я, не буду это слово говорить. Или когда, например, вы носите ребенка. Когда ребенок родился, он уже не ваша собственность. Да?
С детьми, родными вы можете позволить им иногда войти в ваше пространство, но это очень опасно, даже от родных, кстати. Но нужно закрыть двери и быть самим собой. Спасибо, кто-то послал донат. Огромное спасибо, Екатерина. Люди описали, что очень помогают. Да, действительно, мои чистки помогают очень многим, так же, как и любое мое видео. Потому что я призвана служить людям, так что помогают, это точно. Это марафон, будет каждый месяц видео насчет планетарной магии, если вы хотите. Я буду делать такие видео. Сегодня первое видео, оно новогоднее. И вы видите, у меня ссылка. Как делать планетарную магию по правилам планетарной магии от астролога, от профессионального астролога. И не нужно ни за что платить. А как закрыть? Ну, смотрите, когда человек, вы слушаете, смотрите, если человек хочет вас обидеть, унизить или хочет слишком начинать говорить о том, что вы не готовы делать, вот это и есть внедрение, вам нужно тогда остановить это все. Вы только можете остановить. Больше никто за вас не остановит такого человека. Стоп. Ой, мне нужно идти. Стоп, это хватит, да? Но не нужно человеку говорить, стоп, это хватит. Если он больной, он вас не поймет и будет агрессировать. А если он здоровый, он так понимает, что не нужно туда идти. Вы себе должны сказать, окей, здесь что-то не так. Стоп, это хватит себе сказать. А самой больше не открываться, закрыться. Спасибо за добрые слова. Если у вас вопросы какие-то о жизни, я никому не советую покупать марафон желаний за деньги, никому не советую планировать за деньги, потому что вы, человек, вкладываетесь в эту знаменитость. Я вам советую делать все для себя, понимаете? В наше время можно все это получить безоплатно от людей, которые согласны вам это дать безоплатно. Ну, я и таким человеком являюсь. У меня был вопрос, дорогие друзья, о нумерологии. Верю ли я в нумерологию? Нумерология, астрология – это не вероисповедание. Это то, что замечали люди за последние 10 тысяч лет, и звездочеты в таких книгах записывали и сравнивали. То есть это путем сравнения, это законы природы, это законы природы. Есть западная и восточная нумерология, да. По западной нумерологии мы привязываем к каждому номеру, это меня Джон Балантер научил, мой учитель, и это редкие знания, планету, не Раху и Кету. Раху и Кету – это восточная нумерология, нельзя мешать эти две вещи, ну это же ужас какой-то, а? Что за глупость? Итак, западная нумерология привязывает каждый номер к планете, и тогда планета – это целый космос, это целая энциклопедия об этом номере. Например, Солнце – это 1, Луна – это 2, да? Юпитер – это 3, Уран – это 4. Уран – это новое Солнце, 4. 5 – это Меркурий, 6 – это Венера, 7 – это Нептун. Нептун – это полнолуние. Луна – это новолуние, Нептун – полнолуние. Ну, так, чтобы больше понимали, да? Потому что дальние планеты, они не влияют на людей, они влияют на всю Землю. Они редко меняют знак. Примерно раз в 100 лет. Какая, что, где? Поняли, да? 8 – это Сатурн, и 9 – это Марс. Если мы идем к восточной нумерологии, там по-другому. В восточной нумерологии мы не прибавляем цифры. В западной мы рассматриваем цифры по отдельности обязательно. В западной астрологии мы используем с вами римские цифры. Римские больше говорят о нумерологии, потому что там каждая вот эта палочка, она что-то означает, да? Например, 5, уже понятно многое. Понимаете? Меньше говори, больше слушай. 5 – это Меркурий. Меркурий может быть токсично
общение, токсичное, если его слишком много, меньше для себя, больше слушая. Например, 10, да, это взаимодействие только дает успех, как 10-й аркан колесо фортуны, только взаимодействие дает успех, а не противодействие и так далее. То есть, много-много чего можно именно по-римски понять. Есть еще восточная нумерология. В восточной нумерологии там мы не складываем никогда цифры, и цифры – это эмоция, которая может передаваться в словах, да, по восточной нумерологии. Вот. И слова, конечно, нет никогда стопроцентного перевода. Я живу в Ванкувер, и у нас здесь восточное комьюнити, много очень именно из Китая людей. Здесь первые поселенцы в Ванкувере, они были Япония и Китай, потому что сюда ближе им было доплыть, да. Вот, поэтому, когда идет речь о китайской древней нумерологии, китайская нация, они очень суеверные, они этому придают безумное значение, ничего не делают без цифр, но они зациклены на этом, это тоже нельзя. Ну, не все, но некоторые. Нельзя ни в коем случае не быть компульсивным. Например, не купят дом, если, например, дом 5-5-5. 5-5-5 – это ни в коем случае, потому что пятерка у них – это нет, нельзя делать пятерка. Ну и по западной пятерка – это Меркурий. Это может быть токсично, нельзя много себя в мире другого человека. Вы знаете, обожаю все японское, у меня пунктик есть, да. Но, знаете, в меру, немножко есть пунктик, но я уже вышла из того моего периода жизни, когда я смотрела art-house movies, я очень любила это дело. Это, кстати, очень полезно, если вы только учитесь работать с метафорой, потому что все, что Висконти и там вот эти все великие режиссеры западные, конечно, они не первопроходцы, все идет с Японии, там символ метафоры доведено до филигранной точности, да. Вот, и особенно в Японии это видно, что нужно уважать пространство другого. Вот я это беру оттуда. Японцы живут дольше всех, потому что они очень здорово понимают мир, но у них есть, конечно, еще их традиционное неуважение к женщине, там есть еще тоже всякого. Ничего идеального на Земле нет. Так вот, у китайской нумерологии она другая. Я сказала уже в пятерке. Нет, это 5 у них, да. Ну и у нас Меркурий тоже может быть токсичный. Если говорить о единице, то у нас это Солнце, успех. Ну, как бы у нас. Ну, я человек на Западе, который живет. А на Востоке это выиграть. 1 – это выигрыш. То есть если вы верите в свои силы, вы выигрываете. Да, безусловно. Дальше. Если говорить о двойке, то у нас 2 – это Луна, да, 2 – это Луна, это взаимодействие с другими параллельно, не мешая. Это очень интересно, как по-римски 2 вот так, да, пишется. Вот, то в китайской это будет легко, если мы будем суверенитет найти, будет легко. 2 – это будет легко. И вот они соединяют вот это в слова. Например, число 12. 12. 1 повезет, выиграете, легкий выигрыш. Вот 12 они любят, легкий выигрыш. Вот они любят это. Если у вас номер дома 12, дом продадите на ура. Но это все не так банально просто, это все более сложно, конечно, да, потому что нет, особенно с другого любого языка, нет точного перевода. Если мы идем номер 3, у нас это Юпитер, это расширение возможностей. Юпитера тоже нельзя, чтобы было много. А по-китайски это витальность. Вот это витально. Но внутренний мир нельзя расширять, дорогие мои друзья. Витально расширять внешний мир. То есть не смотреть мир через какое-то окошко, форточку, а выйти и посмотреть, что вокруг происходит, а потом сделать выводы. То есть внешний мир, он всегда расширяется, это правильно. А внутренний мир, наоборот, должен сужаться по Сатурну, сужаться в эту точку Ки, там, где ваша динамо-машина. Внутренний мир должен... Почему сужаться? Потому что тогда он будет сокращаться, и он будет, энергия, кровь будет восстанавливаться. Это очень полезно, сокращать внутренний мир. То есть сделать его таким, знаете, компактным, сильным, вот как внутренний стержень ваш. А внешне через глаза идет свет, расширять нужно.
Ну вот, а по восточному 3 – это витальность, как Юпитер по-нашему. 4 номер в нашей западной нумерологии – это, конечно, Уран, токсичность, сильнейшая токсичность, Уран далеко, его не видно, это новое Солнце, то есть все новое, да, и так далее. Все новое может быть опасное, как мы знаем сейчас, перегибы и так далее. Видите, доказано все. Ну, а по-китайски это смерть, то есть трансформация, переход, можно сказать, или смерть. Поэтому если у вас номер квартиры 44, китаец не купит эту квартиру никогда. Не купит, да. Теперь, если идет речь о пятерке, вот по-римски 5, да, вот так пишется, да. Я уже говорила, это Меркурий, но я уже говорила насчет пятерки. Это может быть токсично. Это опасно для людей, которые хотят со своими правилами в чужой огород идти, да. Вот, а китайцы говорят, нет, стоп. Вот у них 5 – это нет, нет, стоп. Не хочу. Но если мы говорим 4 – это смерть, а нет – это 5, то 45 – это счастливый номер. Ну, как кто понимает, смерти нет. Но опять же, нет – это не в том смысле, что просто нет. Это отмена чего-то. Вот это 5. Отмена токсичности другого человека, потому что каждый человек, он не может в мире другого занять ведущую роль, тогда он токсичный. Понимаете? Теперь, если мы идем по нашей западной астрологии, нумерологии, то у нас 6 – это Венера, это пассивный успех, пассивная удача. Ну и что касается, кто-то прислал, нет, не денежку, а кто-то какой-то, не какой-то, а София, дорогая София, благодарю вас, вы спонсор канала, благодарю вас. Ну и не только для себя благодарю, потому что, опять же, это же просто то, что я уже говорила, благодарю. Так вот, 6 – это значит перемещаться в сторону легкости. 6 – это перемещаться. Не катиться куда-то в бездну, а это идти, знаете, как 8 жезлов, Таро, когда все идет в сторону успеха, но идет по закону притяжения, вот закон изобилия, когда легко дается, это 6. По восточной нумерологии. Кто-то у меня что-то косит теперь. 7. По западной нумерологии я уже говорила, что 7 – это ипостасия Нептун. И это ипостасия чего-то непонятного, как звезда мага, нужно разгадать. Семиконечная звезда мага. И 7 у нас это как вот 5 и 2 единицы. Там тоже целая энциклопедия, можно час об этом говорить или больше. Вот такая семерка. Семерка – это, конечно, номер сложный. Ну как достичь этого чего-то, чего вы хотите для себя? Но это нужно поработать. Нужно вот, чтобы дым развеялся, туман развеялся, мутность воды развеялась, да? И это нужно сделать обязательно, развеять туман. И вот здесь немножко не совпадает, потому что в китайской нумерологии 7 – это нужно сделать обязательно. Нужно сделать обязательно. Без этого нельзя. Ну, а если мы говорим, что Нептун – это полнолуние, то в полнолуние нужно что-то обязательно завершить. Убрать туман, убрать муть, но не через мутное стекло, а через правду, критическое мышление. И это все по восточной нумерологии нужно сделать обязательно. Это 7. Теперь 8. По нашей западной нумерологии 8 – это число, которое подчиняется планете Сатурн. То есть натуральные законы, что посеял, то пожнешь, закон такой. Я не хочу сказать карма, потому что карма все-таки пришла из Востока. Но по-нашему это, посеял пшеницу, не может же рожь взойти, да, это невозможно. Натуральные законы. 8 – это натуральные законы, это законы Творца. Потому что Творец виден именно через натуральные законы. Языческие религии говорили, смотри, наблюдай Творца по натуральным законам, потому что Творец проявляется через свое творение. Это языческие законы. Духовные, тоже духовные, христианские и других религий законы, они уже
такие людьми придуманные, да, уже там вот другие законы. Это уже, ну, я уже говорила, Юпитер и Сатурн, я не буду повторяться. Вот, и это у нас восьмерка. Мгм. Так что то, что вы сделали, такой будет результат. И не нужно обижаться на результат. Если не нравится результат, сделайте в следующий раз по-другому. Вообще все просто. Вот. А по-восточному 8 это значит, что... Ну, вообще не любят 8. Вы знаете, у меня мой супруг, муж, ну, как сказать, партнер, человек, с которым я живу, он работает в коллективе здесь, где почти все из Китая. И они говорят, 8 – это богатство. То есть если у вас дом 8, номер 8, китаец его купит сразу. Это богатство, число 8. И я скажу, что по Сатурну, по западному Сатурну у вас будет богатство, если вы будете не обвинять результат в том, что получилось, а причину ищите. 100% будет богатство. И в китайской нумерологии число 9 – это значит, ну, на очень долгое время. А по западной – это Марс, креативная энергия на очень долгое время. Чем больше мы работаем, тем больше у нас энергии – это Марс. И по восточному это на долгое время. Вот 9 тоже хорошее число. Ну, а вообще очень все просто. Четные цифры считаются негативные, потому что они застойные. Даже если все хорошо, ничего не движется вперед, это тоже плохо. А нечетные числа позитивные, потому что они движут прогресс. Что еще хотите узнать? Я не поняла. Очень трудно понять комментарии некоторые. Понятно. Некоторые комментарии трудно понять. Если что-то еще интересует, пожалуйста, пишите. Я постараюсь ответить. Если номер в доме 9, что будет? Ну, номер дома не говорит о том, что у вас будет. Ни в коем случае. Это просто номер дома. И все, не нужно быть компульсивным насчет этого. Это хороший номер, это значит, будете там жить долго, наверное, может быть, но не обязательно. В этом доме можно быть креативному, его можно переделать. Число 18. Да, конечно. Любое число – это магия, это волшебство, потому что число – это энергетика. Этим пользуются компании, чтобы вам что-то продать, advertisement, чтобы рекламировать, они пользуются числами. Но не все advertisements плохие. Иногда там в advertisement можно научиться, как говорить правильно, общаться с другими, потому что они заказаны компаниями у артистов за огромные деньги, чтобы вам о чем-то рассказать. Мне нравится, я люблю advertisement. Там столько пользы, там столько, как бы сказать, эстетики, правильный звук, красиво, правильная манера общения очень часто. Бывают плохие advertisement, всякое бывает, и то, и другое есть. Не обязательно, что вы должны это покупать, но из всего можно взять пользу, если не говорить сразу: «О, это плохо», а просто, ну, это имеет место быть, это может быть, что-то в этом есть. Если вы видите одинаковые цифры на часах, это первое, может быть, посмотрите на этот номер, вам что-то номер хочет сказать.
либо вы просто устали. Не обращайте на это такое. Чем больше компульсий, тем меньше свободы. Нет плохого сочетания цифры рождения. Ваши цифры рождения всегда счастливые, и нет никаких кармических долгов в ваших цифрах рождения. Не ведитесь на этот негатив. То число, которое вы родились, оно не только то, что я рассказала, оно для вас счастливое, потому что это ваше рождение. Другое совсем, это ваши ангелы, число рождения. Ну, смотрите, ну, ваш номер дома 4, но это же не говорит о том, что у вас дом плохой. Если это ваш номер, он счастливый. Но в общем, я говорила, в общем. Не... Что касается вас, ваши цифры – это ваши вибрации. Ведь число 4 – это тоже число стабильности. Ну, нельзя же литерали все понимать. Ну, 47 – это ваши вибрации, не хорошие вибрации. Они хорошие. Сколько ангелов имеет человек? У каждого человека свое количество ангелов. Самое меньшее – это 2. Это ангелы-хранители. Самое меньшее – это 2 ангела у вас. Может быть, много. Имя. Если вы имеете в виду ваше имя, в сумме составляет определенное число. Любое число, если оно в вашем имени, в годе, число квартиры, число телефона, это все вам на помощь. Не нужно придираться к словам, нельзя так делать. Общее пространство – это одно, ваше личное – другое. Ничего нет для вас такого, что не было бы вам хорошо. Если это что-то ваше, это всегда может быть вашим ресурсом. Давайте посмотрим на картах, что вы хотите узнать. Ой, ну как загадать желание на Новый год? Вы что, шутите? Я же так старалась и сделала вам бесплатно то, что другие продают за деньги. Это в начале этого вебинара. Давайте на картах посмотрим, что вы хотите посмотреть на картах. Как правильно распознавать ангелов? Ангелы, они есть. Распознавать их можно, к ним обращаться в молитве, в медитации. Родился в мае, будешь маяться. Это вообще цирк. Это неправда. Это вообще неправда. Это вас хотят запугать. Но вот видите, а вы говорите, только сейчас запугивают. Сколько вот этих забабонов всяких, да? Как влияет на человека количество? Никак. Количество ангелов может быть разное. Их много. Вам дает Всевышний столько ангелов, сколько для вас лучше всего, и вам не нужно знать их точное количество. Не все мы можем знать. Иногда можно знать, иногда нет. Хочется встретить вторую половинку. Уже неправильный вопрос. Вторую половинку, значит, что вы неполноценный? Вы полноценный. С понятием себя полноценной, если хочется, ищите по всему миру. Нужно знать английский теперь. Не потому, что английский лучше русского, не потому, что там Америка лучше, чем Россия. Нет, ничего нет лучше другого. Просто это язык, на котором общаются люди из разных стран. Вот и все. Но мы же не можем навязать всему миру свое мнение, правда? Мы с миром должны только взаимодействовать. Если это тот язык, который принят во всех странах, в какую бы страну вы ни приехали, даже в самую бедную, но если страна открытая, там простые люди, даже которые не умеют писать, читать, будут говорить немножко по-английски. Значит, что? Если мы знаем этот язык, мы можем общаться либо по компьютеру, что для дел хорошо, либо поехать куда-то. Так что, ну почему мы так сильно против этого языка? Мой английский канал просто люди ненавидят с такой лютой ненавистью. Ну, не все, некоторые. Я не понимаю. Я не понимаю.
понять, услышать ангелы. Ну, это как ангелы это посланники Всевышнего. Да. Если у вас вопросы, какие-то еще, нет у вас одного аркана, к которому можно привязаться. Вы не 13-й аркан, если вы родились 13-го. Это путь шута. Вы проходите все арканы, один цикл жизни прошли все арканы, обычно это 7 лет, потом вы проходите опять все арканы. То есть арканы вас учат, они помогают вам жить, они дают вам помощь, а нельзя привязаться к одному аркану, не слушайте этих людей, которые вам глупости говорят. Привязаться к одному аркану нельзя и сказать, что вот я такой-то аркан на всю жизнь. Это вообще абсурд, потому что у нас 30 или 31 день каждый месяц, а арканов всего 21 плюс шут. Так что вообще не фурыкает, как говорит мой муж. Не фурыкает это, не работает это. Это просто издевательство какое-то. Ну да, один это аркан 10, один колесо фортуны, а другой аркан дьявол 15. Разве можно так людей судить? Это же вообще абсурд полный. Вот у меня на улице. Та-дам! Скажите, пожалуйста, вот все про продажи. Если я делаю про продажи видео, их не смотрят, вообще не смотрят. Или я делала видео, стоит ли покупать дом, стоит ли туда, делала расклады, вкладывалась. Никто не смотрит, не нужно это никому, так что... Полноценно работать с картами. Но это опыт нужен, это огромный опыт, это очень, очень тяжелый труд. 7 свечей, да. Давайте так. Вот, что бы вы о себе хотели бы, что вам сейчас говорят высшие силы? Я возьму 2 карты, вы можете выбрать первую или вторую, чтобы узнать, что вам хотят сейчас сказать высшие силы. Смотрите, вот будет карта 1, и это Иерофант. Старший аркан, кстати. 5-я карта, карта Меркурия. И да, кстати, вот нумерология 7 идет, потому что 21 аркан делится на 7 по 3. Так что там у меня есть разработка по этому поводу. Ух ты! Если вы взяли вторую, это Верховная Жрица. Обратите внимание, 2 старших аркана. Вот как с вами сегодня разговаривает Вселенная. Вау! Вот это да! Вот это ответы на ваш вопрос. Какой бы вопрос ни был. Выберите номер, первый или второй. Если вы выбрали первый, вы спрашиваете, продам ли я квартиру, выиграю ли я в суде, позвонит ли мужчина. 5-й аркан, Иерофант, отвечает на ваш вопрос. Да? И он отвечает очень четко. По вере вашей дано будет. Иерофант, он не 7 пядей во лбу. Это немножко... У него корона, она золотая. Он сам себя провозгласил. Он сам сказал, у меня есть паспорт от Бога, я от Бога, а вы все грязь, вы все мусор. Ну, это написано на карте. У меня, мол, корона, а у вас даже нет, вот лысые вы, все, кто пришли спросить. Вот поэтому я говорю, не делайте себе вот таких иерофантов, да. Потому что он провозглашенный от Бога, а эти люди что, грешники, что ли? У них даже лысина, видите? А Верховная Жрица, у меня, кстати, есть на эту тему видео. Если вы выбрали 2, вы Верховная Жрица. А Верховная Жрица себя не провозглашает. Вот это мужчина, который самодур, да, а это женщина, которая, вот видите, белая корона. Он сам сказал, золотой ум, я умный, приходите, я вам скажу, как жить. Это говорит Иерофант. Вот судья вам скажет, да. Поэтому говорю, не судитесь ни с кем. А Верховная Жрица говорит, слушайте, я не провозглашаю, что я умная. У меня белая корона. То есть белая это варианты судьбы. Белое – это возможности. Белое – это
Дипломатия — это уважать других, это считаться с другими, это не лезть в чужой огород со своими правилами. А это сказал, что вы лысые, дурные, а я умный. Приходите ко мне, я скажу, как делать. Это вот первый ответ, да. Ну, может, нужно обратиться к профессионалу, там, адвокату, ам, бухгалтеру, врачу. Может быть. Но будьте осторожны, потому что это не врач, и не адвокат, и а, не бухгалтер. Потому что врач, адвокат и бухгалтер, они не на веру, они научились чему-то. А этот говорит на веру. Положись на мою веру. Я прав. Может быть, вы сейчас обратились к какому-то профессионалу, кто манипулирует вами. А вот здесь верховная жрица, это если кто-то второй выбрал номер, она говорит, когда созреет все, то будет правильно, потому что фиги, они зрелые, да, у нее за спиной. Ну, фига, это инжир, что ли, по-русски, да? И корона у нее из Луны. То есть ваш путь, ваша правда. А белое, потому что для одного правда, для другого нет. И держитесь своего, ну, будьте дипломатичны. Уважайте законы Вселенной, уважайте границы. Знаете, что все люди разные, у всех Луна по-разному, то есть разный род, разные законы природы, разные законы рода вашего. И в руке Тора. То есть здесь настоящий профессионал поможет, который научился каким-то профессиональным знаниям, а не провозглашенный самим собой. Трехглавая корона золотая. Если человек вас унижает, говорит, приди ко мне, заплати, и я тебя научу. Ты лысый, у тебя нет ума, а у меня есть. Аккуратно, потому что это, скорее всего, человек, который на своем имени едет. Я Киркоров, купи билет на концерт. Но это я пример только привела. Что Верховная Жрица говорит? Послушай, все проходит, перемены, все фазы Луны. Послушай, есть полнолуние, есть новолуние, есть Луна растущая, есть Луна убывающая. Если сейчас плохо, будет лучше. Сделай выводы и двигайся дальше. Бери информацию своего рода. Голубой тон одежды, он не настаивает ни на чем. Голубой тон – это тон атмосферы. Смотри по атмосфере, не делай заранее выводы. Арафан говорит, на красный свет. Я самый главный. Я знаменитый астролог, слушай меня. Или я знаю правду, я ученый астролог. Я вам говорю, я ученый астролог. А знаменитый я или нет, вам судить, а не мне. Здесь Иерофан говорит, я знаменитый. А она говорит, вам судить. Я ученый астролог. Вы решаете, подхожу я вам или нет. А этот говорит, так, все, у меня есть от Бога сертификат. Я от Бога, как Папа Римский. А вы все грешники. 21 век, друзья мои, да? Делаем выводы. То есть ответ на ваш вопрос. Я просто дала вам некоторые значения карт, которые я сейчас получаю из пространства. Здесь не от меня, от карт. Вы делаете выводы, потому что я вам говорю, что это так, потому что я вам показываю символы на карте. Метафора, символ на карте, он живой. Метафора – это терапия, и это предсказание будущего. Не будьте вот таким. Но это самодур, правда? Сам провозгласил себя. И вот к нему идут на поклон. Вот и все. А здесь это взаимодействие. Это не вы правы в суде, там кто-то про суд писал, и не они правы. Ну, они по-своему, вы по-своему. Вам кажется, что они просто звери. Я знаю, и, скорее всего, так и есть. Но им кажется, что вы не правы. И чем больше мы будем судиться, воевать, тем хуже будет всем. Средний путь. Средний путь не нарушить другого. Японский путь средний. Вы же знаете, наверное, обо мне много, если со мной давно. И для меня это, ну, допустим, возьмем мир моды. Мир моды все понимают, да? Вот мир моды здесь вот нахрапом. Нарочито показать себя, заявить о себе. Сумочка дорогая,
нарочитый показ, я не буду на «с» это слово говорить, нельзя говорить сейчас ничего такого. Вот это все вот такое западное в этом плане. А вот здесь японское. А здесь Ямамото. Если кто не знает, можно Google Йоджи Ямамото. Его невозможно, Ямамото, его невозможно найти, потому что это антитренд. Это когда вы выходите в общее пространство, вы не предаете себя, но вы тоже не нарушаете целостность и покой других людей. Не надо кричать о своем статусе с сумочкой, не нужно. Не нужно заявлять о своем статусе дорогой машиной. Какая разница? Другие люди не оценят, ну, они, может, у вас что-то купят, если они поведутся на этом, потому что подумают, что у вас есть денег, значит, вы многим помогли, но, может, вы просто... И это другой путь. Это путь, когда мы в общем пространстве не мешаем другим, не заявляем о себе слишком громко. Это такой путь, знаете, вот шведская мода. Говорим, серенькие они какие-то, все никакие, серенькие. Шведская мода. Но я не говорю, что тот, который был, он, по-моему, уже не живой, Икея, по-вашему, начинал. Я не говорю, что он альтруист, далеко нет, он хитрый бизнесмен. Но у него шведский путь просто. Поэтому он ездил на трамвае и никогда не ездил на приватном джеке, но был очень богатый человек. То есть, ну, сделал хороший бизнес. Но и в этом дело. Шведский путь может быть, не знаю какой. Если вы не любите Швецию и считаете, что Европа плохая, тоже может, у вас есть на это основание так думать. Может Япония, пусть японский путь, пусть скандинавско-японский путь, такой есть путь в дизайне и так далее. То есть это, ну, ваби-саби или же хьюго, или же лагом. Немного и не больше, сколько нужно. И все. Не лучше других я в пространстве. Этот говорит, я лучше других. Я вообще лучше тебя. Вообще тупой, лысый какой-то. Посмотри на мою корону. Как сейчас в ТикТоке, кто там в русскоязычном ТикТоке, Милохин или кто там еще, да, заявляет о себе Моргенштерн. Это кто такой Моргенштерн? Это как Уран, новое солнце. Это как Шнуров, только в 100 раз умнее Шнурова, да? Ругаемся матом еще больше, чем Шнуров. К самой низменной энергетике присоединяемся и дурим людей. Вот это. Ну или Папа Римский. Теперь он тоже хитрый, да? Просил у Бога прощения. Come on. Раньше не знали, что за грехи ваши тяжкие. Теперь как бы типа у Бога теперь прощения просим. Come on, come on. А вот здесь такой путь. Двойка. Взаимодействие, дипломатия, уважение другого, его законы для него работают. Кто я такая, чтобы судить? Делайте выводы. И это ваши расклады относительно вашему вопросу. Например, вы обратились там за помощью. Может быть, подумайте, а здесь правильно сделали. Ну, это так я вижу. А карты с вами тоже говорят без посредников. То есть поэтому я всегда показываю крупным планом. Без посредников. И так все понятно. Кто-то говорит, заявляет о себе в ущерб другим. Поймите меня правильно. Это не то, что заявлять о себе плохо. Это значит не унизить другого, чтобы человек в вашем присутствии не чувствовал себя ущербным. Но здесь это четко видно. У меня ключи от рая и от ада, а вы кто такие? Вы ущербные. Что там у них еще есть? Молят о пощаде. А здесь Луна, видите? Слушай что такое своя интуиция? Это свой род. Это то, что ваш род вам передал, то для вас и главное, то для вас и работает. Поэтому выиграете вы в суде, не выиграете в суде. В суде все проигрывают, потому что это вредно для здоровья. Вот и все. Все, что я могу вам сказать.
Те, которые не выиграли дом, потом со своими силами, своей профессиональностью, своим тяжелым трудом заработали миллионы. А те, кто выиграли в дом, сели, ничего не делали, и что у них за жизнь? Вот так, наверное. А что касается работы, поймите, та работа, которая вам в кайф и не напрягает, та и правильная. И мне пишут иногда, меня вообще другие люди не волнуют другие люди. А почему вы хотите, что тогда они думали о вас? Потому что если мы хотим, чтобы мы были интересны другими, нам нужно быть заинтересованными в других. Если вам не интересны другие люди, почему вы считаете, что тогда вам заплатят за что-то? Если вам люди не интересны, почему вы думаете, что вы будете людям интересны? Нужно с себя начинать. Такая вещь. Русский язык красноречив, любой язык красноречив, русский тоже. У меня, например, мазатанг, русский, я его обожаю, потому что это язык, который я услышала, когда я родилась. Первый язык называется mother tongue. Танг – это язык, а mother – это язык матери. Вот. Но любой язык, он не хуже русского ничем. Русская красавица – это прекрасно. Русские люди славянские люди очень красивые. Но точно так же красивые люди из Востока, из Запада, из Юга, из Севера. Точно так же. Безумно красивые. Все красивые по-своему. Нельзя говорить, я красивая, а ты нет. Нельзя говорить, я лучше, а ты нет. Нельзя. Ну, я не знаю, может, и можно. Но не думайте тогда, что тогда другие люди тоже будут так думать, потому что тогда это же для них плохо думать, что вы лучше их, правда? Ну, подумайте об этом. Ой, такой философский разговор получился. Может, и не нужно было? Спасибо, Яна. Огромное спасибо за донат. О матах, на мой взгляд, как эзотерика. Я слышала, люди говорят, Масяня, вот это человек, который Масяня сделал этот мультфильм. Я даже не знала, что такое есть. Потому что я же уехала из Советского Союза в 91 году, да, я даже не знала. Но когда Дудь сделал этот фильм с этим человеком, не помню его имя, который сделал этот мультфильм «Масяня», я, конечно, посмотрела его канал, это «Масяня», 2-3 посмотрела, и мне уже неинтересно стало, потому что там такая ирония, вот это все такое, да. Ну, о важных делах говорит, и он очень умный, и я с ним согласна. Вот интервью, кстати, многие вещи, которые он сказал, я с ним очень согласна, он такой молодец. Но я не люблю иронию, поэтому это на любителя. Он классные вещи делает, очень умный. Он живет сейчас в Израиле, как его зовут, я забыла. Мне очень понравилось, как он сказал о художниках. Он сказал, что Микеланджело – это декоратор. Он не создавал свой мир. И это идет, я давно уже вам говорю, создавайте свои миры. Мы все творческие личности. Вот. А вот такой художник, как Пикассо, он создал собственный мир, он этим изменил весь мир. Кстати, я давно это вам говорю. Но он, понимаете, он считает, что есть художник, есть не художник. Я считаю, каждый человек художник своей жизни. Вот здесь я с ним не согласна. Да, декораторы – это те, которые не индивидуальности. Но каждый человек – индивидуальность. Декоратор – это тот, который в себе эту индивидуальность подавил и почему-то решил, что ему нужно быть копией другого. Вот этот человек, кто Масяня сделал, я забыла, как его зовут, Олег Куваев, спасибо, написал мне, «Северное сияние сердца» написал, спасибо. Да, вот этот человек очень умный, но он не прав в том плане, что есть художники, есть не художники. Все люди художники, все люди могут жить как индивидуальность, но сейчас это не модно. Каждый хочет быть декоратором, каждый хочет быть копией другого. Ну, не каждый, но многие. Индивидуальность не модна. Поэтому мат в моде. Низкая энергетика. Почему я люблю светлые цвета? Ну, потому что любите. Зачем копаете там, где нечего копать? Делайте то, что любите, и все. Будут ли изменения в мире? Будут, да.
Если сейчас кто-то думает, что мир более агрессивный, я эзотерик, я астролог, я не политолог. Я вам скажу с точки зрения астрологии, мир теперь менее агрессивный, намного менее. Если сейчас какие-то люди не соглашаются, они думают перед тем, как сделать агрессию, а раньше сразу бы делали. Мир теперь намного менее агрессивный, и он будет идти в сторону мира. Спасибо, Вики, за донат. Руки венами. У меня руки с венами, потому что я пианист, я много играла руками и много делаю руками. Вены, смотрите, у того, кто штангу поднимает, у него тоже вены. Мои руки не бывают в покое, я всегда что-то делаю. Такой сегодня серьезный эфир у нас с вами. Может, делать эфиры, мне кажется, как-то интереснее, что ли, чтобы мы не были так изолированы друг от друга. Спасибо. Ну все, дорогие мои, наверное, буду заканчивать. Пишите комментарии, подписывайтесь, кто не подписан. Чего вы жадничаете? Вы подписываетесь для себя, потому что тогда вы член этого сообщества. Да, вы правы, Ирина. Спасибо, Ирина, вы спонсор. Действительно, в мире не хватает общения живого, от души к душе. Взаимовыгодного общения не хватает, взаимовыгодного. Вы поняли разницу, да? Огромная разница. Я хочу, чтобы вам было выгодно, чтобы вас сделать сильнее. Это huge. Огромная разница. Молодец, что подписалась. Молодец. Ну, можно посмотреть в записи будет. Очень долгий был эфир, наверное, часа 2. Всем девочкам и мальчикам хорошего настроения. При эфире получается, конечно, хуже картинка, да? И сейчас, конечно, супер важно качество видео, поэтому это единственный минус, что хуже картинка. Со всех стран мира меня смотрят, все страны мира. Большой привет. Привет отовсюду, а где вы есть. Отовсюду, где вы есть, большой привет. Будем видеться, приходите еще, подписывайтесь, ставьте ваши, ну, говорится лайк. Лайк – это люблю. Sum up. Sum up – это значит, что вы согласны в чем-то или вы хорошо провели время, а не потому, что тому, кто имеет канал, выгодно это. Люди, которые думают, что кому-то что-то выгодно, я это не сделаю, ну подумайте, зачем. Поставьте лайк просто, потому что вы хорошо провели со мной время. Что-то, даже одно слово вам помогло, это уже дорогого стоит. Правда? Да, желаю мира, добра, но мир начинается с мира в душе. Правда? И без страха смотреть на внешний мир. У вас есть критическое мышление. Вы решите сами, вам взаимодействовать или нет. С чем взаимодействовать, а с чем нет. Но нельзя ни с чем не взаимодействовать, я вам это гарантирую. Это проигрышный вариант. С миром нужно взаимодействовать на взаимно выгодных условиях. А тема была про жизнь, как говорится, нумерология. Очень много интересных тем захватили мы с вами сегодня, да. Я, может, потом посмотрю, какие фрагменты, на какие темы, и отдельное видео сделаю. Если кто-то хочет на отдельную тему смотреть, например, там планетарная магия, нумерология, я, может, отделю эти 2 фрагмента и сделаю отдельное видео, чтобы люди долго не слушали, если не хотят. Я в вас верю, я знаю, что вы будете счастливы. Спасибо, Яна, огромное.
Я знаю, что у вас будет все хорошо. Я знаю точно, что мы будем дружить, потому что мы в друг друге заинтересованы. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо, а вы, надеюсь, хотите, чтобы у меня было все хорошо. Вот на таких условиях, дорогие мои, только можно строить будущее. Потому что это взаимовыгодно всем, понимаете? Вот и все. Если у соседа будет лучше, и мне будет от этого лучше. Это все очень просто, да, а не по понятию, что у соседа корова сдохла и приятная новость, да. Это не сработает, не сфурыкает, как говорят, да. Потому что если у соседа корова сдохла, вполне вероятно, что и у нас сдохнет. Чистку я делаю, слушайте, почиститесь. Все, кто спонсоры, благодарю. Что такое спонсор? Это человек, который хочет потратить там доллар или два, чтобы я продолжала делать видео. Но я их в любом случае буду продолжать делать. Но это говорит о человеке, у которого есть чашка кофе для меня раз в месяц, не только для меня. Может быть, раз в месяц для меня, маленькая чашка кофе для меня и тоже половина чашки кофе для тех, кто делает нашу встречу возможным. Это не то, что вы должны становиться спонсором, ни в коем случае. Это все только по желанию. И вообще не нужно делать этого, сразу скажу. Вы сами решите, что вам нужно, а что нет. Дальше. Что такое подписка на канал? Это вообще 0 копеек, 0 рублей в деньгах. Но это означает, что вы хотите, чтобы я продолжала тоже делать видео. Потому что вы заинтересованы, чтобы я вам помогала и дальше. Это подписка. Потому что на каналы, на которые никто не подписывается, их никто и не ведет. Понимаете? А что такое лайк? А это означает благодарю на этом алгоритме. Это не то, что мы напишем благодарю, но пальчик вверх не поставим. Нет. Потому что знаем, что от пальчика вверх канал может идти вверх, от слова «благодарю» ничего не произойдет. Потому что одно слово в комментариях – это ничто. И пишут «благодарю». Я читаю «благодарю». Я знаю, что если человек поставил «благодарю» и лайк, это правильно. А если написал «благодарю», лайк не поставил, значит, что-то здесь не так. Что-то здесь не так. То есть это значит, что человек пришел ко мне и говорит: я знаю, что ты любишь чай, но я тебе кофе принесу. Да? Я кофе не пью, например, а я пью чай. Но на самом деле я пью кофе, потому что я очень люблю кофе. И то, и другое пью. И чай, и кофе. Но ничего крепче, чем это, не пью вообще. А человек пришел и говорит: я знаю, что ты любишь чай, но я тебе принесу кофе, потому что я хочу тебя приучить к кофе. Или человек пришел, говорит: я знаю, что ты любишь кофе, но я думаю, вернее, я уверена, что кофе для тебя вредно. Такой ро-фудист своеобразный. И я тебя приучу к чаю. Я тебе вот куплю набор чая. Знаю, что ты чай не пьешь, но вот я тебя приучу. Вот. Поэтому на языке алгоритма благодарю – это вот такой значок под видео желтеньким. Это благодарю. Ну, может, они изменят этот алгоритм, но сейчас это так. Так. А комментарии, чтобы что-то о себе написать, выразить какую-то мысль свою. А в комментариях, когда человек пишет: я вас призываю делать это и это, но вообще призывает человек из комментариев, это, наверное, не очень тактично, потому что ведь все-таки тот, кто ведет канал, он выбирает темы, да. То есть комментарий – это такая вещь, да, которая нас может учить, как правильно взаимодействовать с миром, по правильным законам мира. Ну да, это не то, что я там знаю, как правильно. Я тоже учусь. Я тоже учусь новому языку общения, как и вы учитесь, и он каждый день другой. Он каждый день другой. Вот смотрите, не нужно думать, что кто-то хочет нам делать хуже. Тогда вот это будет и будет. А если мы будем думать: окей, как я могу сделать так, чтобы мне было хорошо, но не в ущерб других, это будет правильно. Так что, если можете, поставите лайк.
Если хотите написать спасибо и поставить лайк, это тоже можно. А вообще, если хотите написать что плохое, тоже, конечно, ну, каждый человек хозяин-барин, да? Спасибо, Людмила. Как найти себе вторую половинку? Очень просто. Нужно знать английский, если хотите найти в других странах. А если по месту жительства, это еще проще. Потому что в других странах тоже это может быть опасно, но может быть очень полезно. А в своей стране, в своем городе есть сайты знакомств в своей стране, в своем городе, где люди по интересам ищут. Да можно, было бы желание правильно это транслировать, смотря для чего вы ищете. Ну, нельзя не найти. Нет, почему реклама сайтов знакомств? Камон, перестаньте. Сейчас 90% знакомятся по интернету и счастливые пары, потому что подходят друг друга. Я права, у меня нет никаких неправильных мыслей. Это самая лучшая карта, кстати. Искренних намерений. Кто там такое написал? Это же все обидные слова. Зачем? Зачем, дорогие мои, зачем? Не нужно обижать других. Зачем? Ну, зачем? Скажите. Ну, зачем вы это сделали, а? Для какой цели, да? Ирония, уколоть. Низкая энергетика. Ну, что делать со свечами планетарная магия? Не нужно напрягаться. Ну, просто красиво. Пусть горят, а вы занимайтесь своими делами. Подумайте о том, что планеты – это часть космоса, часть творения, как и мы часть творения. После индивидуальной чистки. Я не делаю индивидуальные чистки, во-первых. Да? Я делаю чистки, где вы их активируете своим именем, и я за это деньги не беру. Так что и на ваш вопрос я ответить не могу. Через сколько после знакомства в интернете должна быть встреча? Ну, вот смотрите, там простая вещь. Если вы знакомитесь в интернете, например, с американцем, да, есть такие американцы, которые хотят себе жену из другой страны. Почему нет? Вы же тоже хотите себе мужа из другой страны. Конечно, есть люди, где желания совпадают. Вы задайте себе вопрос. У вас есть деньги, чтобы поехать с ним увидеться? Если у вас таких денег нет, проблема, потому что тогда он оплатит ваш переезд, это опасно. Если человек по месту жительства, буквально в тот же день встречаетесь. Если человек вас зацепил, понравилось, что он любит, что не любит, как выглядит, в тот же день встречаемся. Я не травник, я гомеопат. Подселенцы есть у всех. Я вас хочу прояснить ситуацию. Подселенцы есть у всех. Мы выходим в общее пространство. В общем пространстве много людей, которые считают своим долгом нам что-то заявить о себе. Что-то навязать, что-то продать, заявить о себе своим видом, своим нарядом, своей сумочкой, своей продукцией. Мир полон этого всего. Плохо ли это? Нет, неплохо. Это есть. А то, что есть, сказать плохо, это значит отменить мир, быть нигилистом. Это ни к хорошему не приводит. Это есть. Поэтому подселенцы, они есть. Я много говорю об этом в других видео. Нужно быть аккуратным в общем пространстве, чтобы никого не зацепить, чтобы вы не стали подселенцем в мире другого. С этого нужно начинать.
Прислушиваться к лунному календарю я очень советую, конечно. Что значит прислушиваться? Ну, это значит, что если Луна влияет на океаны, она и на нас влияет. Подселенец хомяк. Не поняла. Если это ирония, нельзя с людьми иронически говорить, это некрасиво, это нехорошо. Если это, как может быть подселенец хомяком? Никак. Никак не может быть. Это надуманное, наверное. А вы прослужили больше 30 лет. Поймите, я всегда занималась эзотерикой, да. Поймите, что духовность есть церковная и домашняя — это то же самое. Как не стать поселенцем другого? Но не мешать человеку жить прежде всего. Или не думать, что человек вам что-то должен, кто-то. Никто ничего не должен вам. Все. Он может дать вам, если ему в кайф. Хороший человек хорошее просто сделает, потому что мы в кайф, но не по обязанности. Если мы думаем, что нам кто-то должен, он должен нам что-то, что он сделал нам вред, такое, кстати, бывает. Будьте с этим аккуратны, потому что тогда этот человек может действительно стать подселенцем и вам давать вред. А если вы скажете: все, стоп, ты мне ничего не должен, иди себе. В какое время суток смотреть заговоры? Когда хочется. Всегда нужно делать все по желанию, когда помогает, когда хотите отдохнуть, восстановиться. Гомеопатия вещь сложная. Теперь уже гомеопатия, она другая. Я гомеопатическое профессиональное образование получила. Но это просто, это алхимия, это очень серьезно, это очень долгое обучение. Я не советую. Сейчас гомеопатия, очень сложно найти клиентов по гомеопатии. Я гомеопатию рассматриваю в новом ключе, и для этого нужно понимать законы природы. Кошки чувствуют подселенцев. Но я не знаю, я не кошка. Я не могу за кошек сказать. Никак. Если вы по паспорту родились одного числа, а на самом деле другого, оба числа для вас важные. Разные сайты знакомства есть, мои дорогие. 90% это статистика, это не моя выдумка. Знакомятся люди на сайтах знакомств. Тогда это не 1-3 варианта по месту жительства, это искать себе подобного. А если мы ищем себе, чтобы какую-то выгоду иметь, но это другое, это тоже хорошо, но это другое. Вот и все. Сидят женатики, но это такие сайты знакомств. Камон, по месту жительства нужно искать. Если ищете в других странах, знайте, что это, конечно, опасно. Там тоже возможен вариант для жизни, но редко, очень редко. Вот и все. А по месту жительства тысячи людей вам подойдут, тысячи людей вам подойдут. Есть завистники. Ну, вы можете переделать других людей? Вы хотели бы, чтобы вас переделали? Нет. Поэтому не старайтесь их переделать, их бояться не нужно. Того, чтобы уснуть. Какую технику? Ну да, техника. Много есть чего хорошего. Нельзя есть на ночь. Ни в коем случае. Пить спиртное нельзя, ну и так далее. Не везет с мужчинами, ну, вы имели 1, 2, 3, ну и что? Это опыт. Повезет, когда найдете себе подобного мужчину, который разделяет с вами точки зрения и так далее.
Я читала, что завистники дают нам энергию. У меня об этом есть видео. Да, иногда завистники верят в нас больше, чем мы в себя. Они видят в нас плюсы, которых мы не замечаем. Но нельзя брать энергию других людей. Если они вам хотят отдать энергию, не берите их энергию. Даже если они вам ее хотят дать. Зачем она вам? Культивируйте свою энергию. Вот и все. Вот что я думаю. Много врагов. Ну, враги – это люди, которые не очень здоровые, потому что нормальный человек плохо делать не будет, тем более специально. Не враждуйте с ними. Вот и все. Как вести себя на работе. Но работа же это не нужно открывать душу на работе. На работе это заработок денег, все. Подсознательно вы не можете знать точно, чего вы хотите. Вы говорите сознательно хочу, подсознательно не хочу. Если это подсознательно не хочу, это уже сознательно не хочу. Потому что раз это уже себя назвало, это уже вышло в ваше сознание, это уже не является вашим подсознанием. Подсознание мы только на картах можем смотреть, понимаете? Но как только мы уже это говорим, что подсознательно не хочу, это уже значит сознательно не хотите. Потому что раз вы знаете, что это уже не подсознание, это уже сознание. Неправильные действия, которые принесли финансовые потери. Это путь развития. Столько же, сколько потеряли, можете получить назад и больше. От плохих навязчивых мыслей. А от них нельзя избавиться, их просто нельзя им доверять. Они пусть себе идут. Мысли – это как лента. Идут и идут себе. Идут и идут себе. Им не нужно доверять мыслям плохим. Я в политике ничего не понимаю. Я свое мнение высказала уже не однажды. Чисто эзотерически. В политике я вообще ничего не понимаю. Не могу на эту тему рассуждать. Вообще политика – это взаимодействие экономическое, это правильная политика. А все остальное – это не политика, это агрессия. Нельзя делать кому-то специально плохо. Да? Если соседу хорошо, и мне будет хорошо. Вот у меня соседи с двух сторон. Я хочу, чтобы у них было все очень хорошо. У меня соседи, с одной стороны, старенькие. Ой, какой он умный человек. Он был forensic. Вау. Он жил в Пакистане, он находил людей, которые криминальные. Он был такой, он старый уже. И они очень старенькие. И знаете, чего я хочу? Чтобы они жили очень долго. И чтобы у них было все замечательно. С другой стороны, у меня студенты снимают университетские. Я хочу, чтобы и у них было все хорошо. Потому что если будет хорошо моим соседям, мне от этого будет только лучше. Если плохо будет моим соседям, они могут продать дом плохим людям. Почему ощущение, как будто мужчина мысли читает? По-разному может быть. Может быть, вы ему доверяете, или, может быть, вы верите в то, что он говорит. Сколько вам лет? Как вы думаете, это красивый вопрос? Мы сегодня говорим с вами о культуре поведения, толерантности. Вы думаете, что это красивый вопрос? Если я буду старше вас или выгляжу хуже, чем вы в моем возрасте, вы порадуетесь, наверное, да? Если я хуже выгляжу, чем вы. Если я моложе вас, вы или порадуетесь, или огорчитесь. А зачем вы этот вопрос спросили? Мне интересно. Стараюсь не общаться с врагами, но они преследуют. Враги. Где ваши полки? У Верди есть такой хор в опере «Аида». Враги, 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 где ваши полки, где ваши полчища? Ну, это хор, поэтому я пою как бы разными голосами. Торжественно, торжественно идут. Ну, зачем вам эти враги?
Больные люди. Все, кто враждует, это больные люди. Зачем вам больные люди в вашем пространстве? Зачем вам больные люди в вашем пространстве? Поймите, человек нормальный не будет делать специально плохо. Но нам иногда кажется, он специально делает плохо. Например, там вы едете в машине, он повернул не в том месте, где вы хотели. И вы ему говорите, ну, например, начинаете кричать, что «почему ты повернул? Как ты?» Но он не специально это сделал, он не хотел специально сделать плохо. Только больной человек специально делает плохо. Экология у нас, ну, не знаю. Сейчас везде не так, как нужно, да? Не знаю. Если беседа приятная, то неважно, сколько лет. Вообще не важно, сколько лет. Приятная или неприятная беседа. Вообще никогда не важно, сколько лет. Потому что это оценка другого. Вы можете оценивать другого в своем мире, как я говорила, но не в его мире. Найду ли я любовь? Мужчине легче найти любовь, к сожалению, чем женщине. Потому что женщины часто не уверены в себе. Как изменить этот паттерн, когда я ухожу из отношений? Первое. Считаю себя недостойной любви. Когда вы уходите первое, нет, это не то. Это не то, что вы считаете себя недостойной. Наоборот, вы ищете, наоборот, вы считаете, что вы достойны большего. Иногда наша излишняя скромность – это, наоборот, наша гордыня. Но не у вас. Пусть будет это у меня гордыня, но так бывает часто. Соседка делает плохо, но больная женщина, зачем она вам? А может, она и не делает плохо, просто вам так кажется. Хм. Спасибо, кто-то со мной давно, я рада. Все люди должны быть свободны, независимо от их вероисповедания, независимо от их местоположения на Земле, независимо от их принадлежности к тому и другому. Я не знаю, не хочу это слово сказать, теперь ничего нельзя говорить. Карма – это узлы из прошлых жизней. Если вы с ними не соглашаетесь, они на вас не влияют. И вообще, что значит карма? Это не всегда то, что мы думаем. Семья теперь меняется, да, понимание семьи. Это уже… Семья – это выдуманное понимание, да? Выдуманное понятие. Теперь семья, она больше органичная. А почему не пишете комментарии? Вот кто-то говорит, что не пишет комментарий. Спасибо за лайк, благодарю. Ну, пишите. А что не пишете? Хотя писать это полезно для вас. Вы выговариваетесь таким образом. Мысли выражаете, это полезно. Потом прочтете ваши комментарии и иногда поймете, что вы думаете на самом деле, кто вы есть на самом деле. Потому что, когда мы что-то в сердцах напишем, мы сами себе себя показываем. Как убирать карму? Убрать карму нельзя. Это прошлая жизнь ваших предков. Вас не касается никак. Я хочу делать для знаков зодиака в прямом эфире в будущем году. Для всех знаков в прямом эфире делать предсказания. Как вы думаете, стоит?
Будет ли вам интересно? Карма – это что посеял, то пожнешь, и все. Если ваш предок посеял зло, это не ваша проблема. Вы за него не в ответе. Вы мне тоже нравитесь. Спасибо. Спасибо, Елена, спонсор. Все спонсоры, огромное спасибо. Мгм. Спасибо. Если мы не хотим, чтобы нас напрягали другие, не напрягаем других. Все отсюда начинается. Все так просто. Просто. Мы не даем энергию в напряжение, а мы даем энергию комфорта. Если мы хотим, чтобы люди к нам приходили, мы не напрягаем их, мы их не обвиняем ни в чем, а, мы перестаем говорить, что было не так, было, да, прошло, живем дальше. На любовь вы шутите, у меня целый канал на любовь, тысячи видео на любовь. Невестка поссорила меня с сыном, что делать? У сына другая семья. Живите своей жизнью, и все. Наверное, невестку вы в чем то напугали или у нее что-то нехорошо с нервами. Такое тоже может быть. Там 2 только вещи может быть. Первая вещь, что у нее, ну, есть какая-то ментальная что-то не так с ее нервами. Или второе, что вы ее чем-то напугали, ей нужно было защищаться, и вы это могли сделать нехотя. Такое бывает, вы могли это сделать нехотя. А, да, я хочу делать прямые эфиры в будущем. Потому что, потому что я одна часто бываю. Я же не хожу на работу, у меня студия дома, да. Я работаю как лошадь ломовая для вас, но не с другими людьми. И, конечно, я хотела бы общаться с вами вживую, как сейчас. Я только делаю для вас работу. Я такой трудяга. На удачу карту, конечно, могу. Для всех, кто зашел на удачу. Она сама вышла. Видели? Перевернулась, да? Королева пентаклей. Вы будете богаты, у вас будет много денег. Все. Смотрите, вот это вот я вот всегда вот такое желаю моим слушателям. Но здесь есть тоже то, что я и сама хочу быть богата. Но я знаю точно, что если у вас будут деньги, мне от этого хуже не будет. Это точно. Поэтому вы будете богаты. Сейчас пойду, сделаю себе обед. А что вы будете на обед, напишите. А потом пойду на прогулку, и все, и будет вечер. А вечером темное время года, да, так что вечером что-то руками можно сделать, какое-то рукоделие, почитать что-то, почитать ваши комментарии, что я обычно делаю. Муж отказался от сына, но он ничтожный, больной человек. Вот с ним-то можно судиться, чтобы он и платил за это, потому что он причастен к сыну так же, как и вы. В этом случае нужно судиться, если он отказался от своего ребенка. Вот видите. А мы спать пойдем. Зависит от того, в каком вы месте Земли живете, конечно. Ну, спокойной ночи или доброго утра. Доброй жизни и доброго мира. И будет все хорошо. Кто-то ест салат из крабовых палочек. Наверное, вкусно.
Не думайте о ваших прошлых жизнях много, потому что мы наверняка, мы можем догадаться, карты могут подсказать, но наверняка это мы не можем знать, как было на самом деле. Мы можем только догадаться. Думайте о сегодняшнем дне. А прошлое – это очень важно, очень нужно, но его нужно интегрировать в сегодня. Желаю вам приятной ночи, приятного дня, всего самого лучшего. Гороховый суп – это вообще самое любимое блюдо. С жареным луком моя бабушка так делала. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Я, наверное, тоже сделаю себе такое на Рождество, такое блюдо. Гороховый суп с луком. Вот так можно интегрировать бабушку в свою жизнь, потому что вот сделать блюдо, которое бабушка делала, да, вот это интеграция предков. У меня вообще 3 часа дня, у меня сейчас уже темно будет через час, так что мне нужно торопиться. Юлия, благодарю за донат. Огромное спасибо. Медвежьи обнимашки. Вы знаете, что такое медвежьи обнимашки? Это как вот тедди-бэр. Чтобы вы были счастливы и богаты. И будем видеться. Всем пока. До новых встреч.